Всем чао, это канал «В погоне за стадио». Меня зовут Георгий по-прежнему, или, как в Италии я представляюсь, Джорджо. На этот раз я прилетел в Испанию. Прилетел сначала в Барселону, сейчас я нахожусь на вокзале Барселона-Санс. Но на матч Барселоны я попаду не домашний, а гостевой, потому что сегодня мы едем в Валенсию. И будет еще 2 города и еще 2 стадиона. Погнали! Парни, видимо, тоже едут на выезд в Валенсию. Короче, впечатление номер 1. Как видите, я сижу на полу. Почему? Потому что на моем билете не прописан вагон и не прописано место. Меня это сильно удивило, потому что поезд междугородний из Барселоны, большого города, в другой город, большой Валенсии, и как бы нет. Для сравнения, в Италии, все-таки будем сравнивать, две страны, которые в Испании точно ВВП выше, больше и так далее. Для сравнения, в Италии любой поезд междугородний, рейс, да, там, как угодно называть, у тебя в билете написано место, четко, написано вагон, ты садишься, спокойно едешь. Если это электричка, образно говоря, да, как бы вопросов нет. Но здесь куча туристов, естественно. То есть, как бы, кто успел в вагон забежать, сесть на место, тот молодец. Кто не успел, тот не молодец. Кто сидит, вот, как я на полу, или стоит на ногах. На самом деле не было туда плохо. Через 1,5 часа в Таррагоне, популярное место для отдыха, вышло довольно много народа. И я спокойно сел и доехал остальную часть пути в кресле. Мы доехали даже на 9 минут быстрее, чем по расписанию. Нормально. Приехали на вокзал Валенсия-Норд, и он весь в реконструкции. Итак, мы добрались до моей стадион Месталья, один из самых знаковых стадионов в испанском футболе в стране. Вмещает 49 230 зрителей, принимал чемпионат мира 1982 года. Ну и вообще видел много чего. Этот стадион, аудитория на этом стадионе, я рад, что мне удастся его сегодня посетить на матче Валенсия-Барселона, такая испанская классика. Поэтому в этот раз все сложилось прям и сложится, надеюсь, максимально удачно. Поехали смотреть, пока 4 часа до матча, поехали смотреть на эту арену, пока она без зрителей, пусть в день матча. Здесь уже продают атрибутику, показываю за моей спиной, уже гуляют болельщики и в футболках Валенсии, и в футболках Барселоны, и в футболках Реала, и кто-то только на самом деле здесь, кто-то сюда уже не приехал. Смотрите, как красиво сделан логотип Валенсии. Он на ветру вот так вот как бы переливается, как будто это вода. Очень классно. Вот эта летучая мышь на фасаде стадиона Месталья. Уже вовсю идет подготовка к матчу. Напоминаю, 4 часа. Видимо, что-то связанное с электричеством. Красивый канализационный люк. Весь стадион украшен какими-то историческими баннерами. Что-то можно прочитать про команду, кубки, куча всего. Это очень классно, мне это очень нравится, честно скажу. Многие стадионы в Италии, если мы будем сравнивать, они просто безликие вот в этом смысле. Там какой-то 1-2 транспаранта, да, и все. Да, вот здесь вот, посмотрите, все, весь стадион проходит, все одно за другим, все. В истории Валенсии это очень здорово, потому что, ну, понятно, что здесь написано на испанском языке, я не прочитаю. Жалко, что нет английского, но это как бы уже дополнительная такая опция. Но это прям большой плюс. Вот такая вот тоже деталь на каждом заборчике. Ну и если мы будем смотреть вокруг, то как бы добрый вечер. Здесь везде жилые дома. Здесь у нас бар, я так понимаю, что бар для болельщиков, ну, нетрудно догадаться. Находится он прямо напротив одной из трибун стадиона. Ну, мадридский Реал не любит везде. И любит тоже. Хуан Мата, Давид Сильва. Ну и, конечно, Давид Вилья.
Тут аттракцион невиданной щедрости. Вот такие журналы. Ла Лига. Раздают бесплатно. Естественно, все пошли их брать. Ну, круто. Так попал. Не зря пришел. Не только стадион посмотреть, еще и журнальчик дали. Рядом с Местальей находится фан-шоп. Давайте зайдем в него, посмотрим, что есть в официальной атрибутике Валенсии. Во-первых, здесь холодно, это хорошо. Очень красивая черная форма, что золотая. Ну, я думаю, Данис из канала Туризм ее оценил точно. Это, кстати, прикольно. Оранжевое с зеленым. Очень неплохое сочетание, такое яркое. Смотрится здорово. Есть еще вот такие варианты. Два. Я не очень понимаю, это игровая, там, 3-4 образно, или это вратарская, может быть, вратарская вот эта, скорее всего. Ну, тоже смотрится здорово. Объемная фигурка. Видите, как объемная фигурка, форма Валенсии. Очень классно. За 30 евро можно вот такую картонную модель самому собрать. Фигурки футболистов. Вот такой футболист с конусами, чтобы мяч обводить. Вообще, конечно, поражает количество всего для детей. Ну, форма понятна, вот она, здесь сколько всего. Я уже даже не буду просто перечислять, просто смотрите, это просто прекрасно, когда вот столько всего. Автобус, чашки, кружки, зубные щетки, соски, пинетки. Вот здесь уже взрослая история, рюмки, пивные бокалы, мячи. Но это топ. Ну и куда без итальянской песни, конечно. Тут даже есть коврик с эмблемой Валенсии. Но я к коврику отношусь очень всегда двояко, потому что как бы ноги вытирать об эмблему своего клуба — это так себе. Если только ты не любишь Валенсию, тогда, наверное, да. Полтора часа до матча. Здесь сколько народу. Я пока ехал, ну даже здесь по этим кадрам видно, я пока ехал в автобусе, заметил, какое количество людей разных. То есть это и бабушки, и дедушки, и дети, и девчонки, и женщины, и пары, и семьи. И вообще вот все идут на футбол. Я уверен, что сегодня будет биток, ну просто как Барселона, это говорят. На кого приходить еще, если на Реал с Барселоной, да, в Испании, ну, когда у тебя соперник. Ну и плюс, конечно, это старт сезона, первый матч, надежда и все такое. Но вот так, это очень классно. Я надеюсь, что будет прикольная атмосфера на самом матче, что все эти люди будут подхватывать какие-то общие заряды, петь и так далее. Такая палатка перед стадионом. Цену вы сами все видите. Недорого, нормально. Чипсы, шоколадки, вода, газированные напитки и так далее. Какие-то сладости, орешки. Вот, прям кола во льду вся. Вот так вот. Всем желаем вот такой вот спортивной молодости в любом возрасте. Так, мы заходим на стадион, и он в неплохом состоянии. Он подкрашен, и выглядит он здорово. Пусть не, ну, понятно, что это стадион не новый, но он не выглядит заброшенным, не выглядит разваливающимся и так далее. Ну, короче, пока мне нравится. Так, что у нас здесь? Вот ценник. Интересно, пиво наливает, вообще нет.
Так, ну пиво безалкогольное, поэтому ну в задницу. В Болгарии так пили. Без фруктов. Поэтому кола и вот такой багет с хамоном стоит всего 7,5 евро. Ну нормально, душевненько. Идем Мистали, вот в этом месте, это прям мечта паркурщика. Мой билет стоил 100 евро. Ну и вот что мы получаем за 100 евро. Очень похож заряд на итальянский. Точнее, не похож, а точно наш мотив. Но обзор отличный. Там Терстеген уже вспоминается. Конечно, хочется всегда, чтобы билет стоили как можно меньше на футбол. И стоит это вроде бы дорого, но это не перекупы, это на официальном сайте Валенсии я смог купить. Вышел на разминку Барселоны. Ох, как встречать хорошо, да? Обратите внимание на болбои. Она у нас горячие трибуны, горячие болельщики, отметим прикольное освещение. Вот эти вот прожекторы, которые вы видите, да, на козырьках и на краях трибуны, они именно на поле светят, и поэтому на самой трибуне как ощущение, как будто в театре. Это очень классно, на самом деле, эффект театра. На футболе именно очень прикольное ощущение. Болельщик Барселоны понравился голу и получил в свою сторону прекрасный заряд, очень лицеприятный. Как вы думаете, куда это очередь? В бар? Нет, она в мужской туалет. Мы ничего не оставляем за кадром, все показываем. Вот тоже мечта паркурщика. Можно попрыгать здесь. Там мусор валяется строительный. Забыли убрать. Не видно, и ладно. Вот люди вот так вот в перерыве вообще пикник устроили нормально, почему нет? В перерыве спустился посмотреть. Так, смотрится с первого яруса, но здесь, конечно, очень близко поле, посмотрите. Просто вот первый ряд, вот уже линия боковая. И наклон трибун. Наклон трибун очень классный на Мистале. Очень высокий, очень такой крутой. Ну это кайф, это как в Дортмунде. Ну Дортмунд, конечно, еще, по-моему, сильнее наклон. Но все равно, сверху смотрится не менее круто, чем отсюда. Я заметил, что вот этот сектор с табло, он пустой. Причем два сектора даже, вот нижний третьего яруса и верхний третий ярус. Но верхний, понятно, почему, потому что там табло поставили, а нижний, ну, наверное, видимо, с точки зрения безопасности, табло там явно раньше не было. Игроки Барселоны аплодируют своему гостевому сектору, который был сегодня очень крутым на самом деле. Я сел довольно далеко, поэтому особо не снимал, но показывал вам до матча, показываю после. Слушайте, масса впечатлений. Были ожидания, что будет круто, но реальность ожидания превзошла. На самом деле, я не ожидал, конечно, что будет сектор Барселоны такой активный. Я не ожидал, что есть такой активный сектор у Валенсии. Я не ожидал, что будет много в течение матча поддержки от центральных трибун, фанатской трибуны Валенсии. Был классный футбол, не было, ну, супер какого-то футбола, то есть, ну, просто хороший европейский футбол, то есть серия, мы такой тоже можем увидеть, в Германии мы такой можем увидеть.
все равно ожидаешь от Барселоны чего-то, да, просто Барселона. Хотя мы понимаем, что новый тренер и все такое, перестройка, новый Лео Месси и бла-бла-бла. Вот. Но однозначно стадион топ для своих условий, для своих кондиций, которые у него сейчас есть. Однозначно надо ехать, смотреть. Наклон трибун еще раз порадовал. Внизу находишься очень близко к полю, наверху находишься очень удобно смотреть. Между рядами расстояние нормальное, причем здесь доделывали ряды, сделали много табло, вот еще одно, их, по-моему, 4, да, по периметру, они явно делались после уже введения стадиона в эксплуатацию, совсем после, я имею в виду, да, то есть явно похоже, что табло там, плюс-минус, может быть, лет 10-15 назад поставили. Единственное, я не понимаю, почему вокруг стадиона везде пиво есть, почему-то в чаше стадиона пива нет. Почему, я не знаю. Вот, там уже меня подгоняют, видимо, уже всех выгоняют. Что еще? Очень классно, всем советую. Начать, кстати, вот у меня первый матч в Испании, это Валенсия, и еще из Барселоны, еще и в первом туре. 2-1, Барселона выиграла, пенальти, куча моментов и у тех, и у других, и так далее и тому подобное. Поэтому движемся дальше, здесь однозначно 10 из 10. В следующем видео покажу, как после Валенсии заехал в Эльче и Вильяреал, два атмосферных футбольных города. Ci vediamo dopo.